Война. День 215. Ситуация на фронтах. В России продолжается мобилизация, якобы частичная, но поскольку частичность только на словах, а в указе никакие параметры частичности не прописаны, гребут всех, до кого могут дотянуться, о чем говорят даже сами военкомы. Вопрос о том, что не призывать граждан, которые не проходили военную службу, каким образом не подготовлен, то есть здесь у нас тоже этого вопроса нет. То есть мы работаем со всеми категориями граждан. При этом не все граждане России хотят идти на войну и умирать за дворцы Путина, и чтобы он мог остаться у власти. Многие пытаются покинуть страну, пока границы не закрыты. Особенно огромные очереди наблюдаются на границе с Грузией. Также участились случаи поджогов военкоматов. Только после начала мобилизации зафиксировано 15 поджогов, а сегодня против одного из военкомов применили огнестрельное оружие. Нарастает недовольство в обществе, которое выливается в протесты, особенно активные в Дагестане. Восток. Первая гвардейская танковая армия РФ верна своим традициям. После того, как она была разгромлена на подступах Киева в начале войны и потерпела поражение в ходе Изюмско-Балаклейской операции в сентябре, остатки ее войск, которые направили в контрнаступление против продвигающихся украинских войск, снова терпят поражение и отступают, о чем уже сообщают российские военкоры. Так ЗСУ постепенно движется со стороны Двуречной и Купянска в восточном направлении, расширяя плацдармы. Но наиболее драматичная ситуация южнее, где движение более стремительное и бои идут за Редкодуб, а по некоторым данным прорыв еще глубже, аж до Дружелюбовки. Это продвижение украинских войск угрожает окружению россиян в Лимане, которые продолжают держать оборону. Коровий Яр, Крымки и Александровка находятся под контролем Украины. Ожесточились бои в районе Спорного, где россияне пытаются вернуть утраченные позиции. Также они атакуют Солидар и постепенно продвигаются к Бахмуту. Российские атаки на Каменку и Авдеевку были отражены. Запорожье подвергается ракетным обстрелам, но на фронте продвижений не было. Юг. Россияне активно используют высокоточные управляемые ракеты изделия 305, дабы остановить продвижение украинских войск на левобережном плацдарме Ингульца. Ракеты запускают с ударных вертолетов К-52 по понтонным переправам, чтобы осложнить снабжение украинских войск. Также ситуацию со снабжением усложнил разлив Ингульца вследствие разрушения дамбы в Кривом Роге. Река стала шире на несколько метров, но вода постепенно сходит. Таким образом, украинские войска на протяжении прошлой недели не смогли продвинуться дальше в этом районе. Сообщается о ударе по центру подготовки и управлению иранскими дронами в Херсонской области. Есть кадры горящего объекта, но по ним сложно понять, что там именно было. Спасибо всем, кто поддерживает канал финансово, а также за просмотр. Буду благодарен вашим лайкам, подписке и комментариям.